Бесполезно. Привет from Russia, let's say like this. Of course, was very hot year again because of Corona and blah blah blah. You know all this thing, all this stuff. Well, I didn't have any text for this moment, but I start now from this moment the new Vlogmas videos, and now. Sure. And now this is St. Petersburg again, and it is Little Galandia. And I'm trying to create some New Year's mood and atmosphere because I don't feel it. I don't know what about you, but I'm not. And I hope that next year for everyone, for you and for me of course too, for everyone will absolutely successful, very happy, and of course I hope that we all will get a lot of money next year. Really, we need a lot of funds, guys. So let's talk about St. Petersburg, not about talk. Let's нет, сейчас тут надо обрезать будет, короче. Let's show you. And now let's watch what I... Нет. And now let's watch... Как это сказать? Я забыла английский. Давайте посмотрим. And now let's watch on New Year St. Petersburg. Okay, let's stop here. So.
5 minutes later. Ну, в общем, рассказываю, что произошло. Правда, на русском, на английском я сейчас вряд ли соображу. Я сейчас собираюсь идти к травматологу, потом к стоматологу. Естественно, не просто так. Значит, мне наложили швы. Не буду показывать, это выглядит страшно. Там глубокая рана 3 сантиметра на 0,5. Вот, вчера мы с коллегой сидели в больнице, тусили там до полвторого ночи, по-моему, или до 2 ночи. Мне делали рентген, меня так быстро обслуживали, на самом деле, там было очень много людей, но меня как-то старались обслужить побыстрее, и потом, вроде как, я предполагаю, почему. Во-первых, я просто влетела челюстью в лед. Самое обидное для меня это то, что я влетела не на каком-то элементе. Я понимаю, если бы там попыталась сделать, там, я не знаю, прыжок какой-нибудь, вращение, это никогда не обидно, когда ты падаешь, ну, вот на каком-то сложном, опасном элементе. Ты примерно предполагаешь, что да, это возможно. Но я просто поехала вперед, понимаете, как обычно, я нагнулась вперед, сделала правой ногой шаг, сделала и начала делать левой ногой второй шаг, чтобы, ну, переступить, и запнулась зубчиком, понимаете, классика жанра, запнулась зубчиком, но так как я наклонилась, я не успела, в принципе, ничего сделать, и на большой скорости полетела челюстью в лед. Я даже руки, я успела только на уровне талии где-то вот выставить вот так вот, и все. Обидно. Ну, и я когда влетела, то есть я вот так вот летела в лед, у меня челюсть вошла вверх, тут что-то перещелкнуло. Я реально увидела звездочки вот в правом глазу. Было темно, черный экран и просто звездочки. Ой, и я помню, что я прям скрючилась, я сгруппировалась, потому что было очень больно. И я испугалась, думаю, не дай бог, я сейчас сломала челюсть. А зубы? Я же слышала, там зубы, они так вошли, нижняя челюсть в верхнюю. Я думаю, я только сделала зубы. И я боялась именно за то, что я что-то сломала. Я встаю, и на меня испуганно смотрят коллеги. И, ну, было стрёмно. Он говорит, у тебя кровь. Я побоялась, что я настолько там ударилась, ну, внутри зубами, что у меня кровь пошла от зубов, там хрен знает, что происходит. Потом мы понимаем, что, ну, говорю, у меня зубы в крови. Нет, не зубы в крови, откуда-то идет кровь, непонятно, и прям много, много. Меня коллега посадил там на, ну, бортик был. А я поднимаю голову, а у меня вот отсюда хлещет кровь. Прям хлещет. Ну, я уже все, ну, как бы боль не такая сильная была, и, в принципе, почти не было больно в этот момент больше. Ну, шок. Потом меня там чем-то ее обрабатывали. Коллега смотрит, он попытался сделать вид, что, ну, не страшно. Ну, страшно. Медсестра посмотрела, вот когда медсестра посмотрела очень обеспокоенным взглядом, тут я понимаю, что все как-то не очень хорошо, походу. И кровь там устанавливают, понятно, вот это все. И я чувствую крошки эмали у себя во рту. Думаю, зубки. Я очень не хотела, чтобы мне какую-то, знаете, как ошейники-то такие ставят. Я очень этого не хотела, боялась. Все-таки я верила, что я тренирую шею, плечи, голову, но на самом деле спину. Для меня это важно.
Потому что сейчас я в основном больше сижу, и развивать эту область необходимо. Короче, да, извините, будет разговор на видео сейчас. Мы поехали, вызвали мне скорую, поехали в скорую, на меня там посмотрели, такие сотрясение, там признаки поспрашивали, говорю, нету. Они такие, ну, подозрение на сотрясение, я такая, ну ладно, сознание теряли, говорю, нет, не тошнит, нет, я себя чувствовала хорошо, я только переживала за зубы, за челюсть и за кровь, и все. Ну и почему на меня так обеспокоенно смотрели? К счастью, мне реально очень, ну, повезло, я ничего не повредила, даже нет, мне тяжело сейчас сильно открывать рот, ну, потому что у меня вчера вот тут вот, особенно вот здесь, ну, болело это связки, ну, сегодня уже легче. Мне зашили, было дико страшно, ну, это я, вот, да. Сегодня я проснулась, и у меня откололся зуб. Мне больно жевать, у меня зубы болят все. Так что сейчас я собираюсь к травматологу, мне назначили наблюдение, ну, за швами. Вот, в аптеку, к травматологу. Прописали мне пить антибиотики. Потом, наверное, все-таки сначала к стоматологу попаду, а потом пойду куплю подарочки, там небольшие, символические, хочу отправить в Германию и во Францию. Зато я красивая и красиво катаюсь. И делаю новогодний контент. Ладно, ребят, я постараюсь показать, что будет дальше. Но все хорошо, я верю. Зуб откололся там не сильно, он не пополам раскололся, а там сбоку откололось. Я надеюсь, что это поправимо и не стоит баснословных денег. Увидимся. Сейчас поняла, что не рассказала. Я же начала с того, что я понимаю, почему на меня так смотрели обеспокоенно. Короче, после того, как мне наложили швы, мне врач говорит, тут рядом, рядом, очень близко, проходит какой-то важный сосуд. И я его чудом не задела. Она сказала, вот если бы вы его повредили, все было бы гораздо хуже. Так что я могу расслабить булки и не переживать. Шрам, сказали, останется, но, в принципе, жить буду. Вот. Поэтому так обеспокоенно смотрели. И не только, что я могла повредить, да, шею, челюсть, мне делали рентген и шейных позвонков, и головы, но и вот еще из-за сосуда, потому что там уже всякие эти проходят. Ну все, теперь точно отключаюсь. Я только что от стоматолога. Ну, посмотрите на эту красоту новогоднюю. Well, guys, it could be a little bit noisy on background, but still, I spent a lot of money to dentist, and I broke one more tooth. So cool. But before this, I bought a few presents to my actually, for my foreign friends and the people who helped me when I was in Germany and also in France. Actually, I won't tell who will get everything
maybe instead Nina. She is a friend of my grandma, and she really helped me when I was in Hamburg. You can look at the video. My first video on this channel was about Hamburg, and she really helped me those time. So I'm gonna send her this card and chocolate. This is my favorite chocolate from my childhood, and it is really tasty, and I decided that I will send for everyone the same chocolate. This is perfect. And of course it's not too large, but still like a little present to New Year and Christmas time, I guess not bad. But about those cards, I won't tell more information because these people could watch this video. But look at this. It is written here like I love St. Petersburg. Cold and upset. I don't know how to translate, to be honest. Oh my god, my English. Come back to me, please. Все как мы любим. Everything which we love. This means that, oh, we really like when we feel cold and upset. But it is really about St. Petersburg. St. Petersburg, a quite depressing city. I wanted to send this present on this week, but unfortunately because of I spent a lot of money to dentist and I broke one more tooth and I will need more money. Actually, I think that I will send it, but maybe next week, not this, unfortunately. But still, I want that everyone who I want to get it will get it. I promise that I will study English better, but not now. Not now. Look at this, so cute. I'm a girl. I don't want to solve the problems. I just want to go to St. Petersburg. Well, see ya the next Vlogmas. Hello guys, this is a new video from Russia. I'm trying to create some New Year's mood as usually, but я забыла английский. Я стесняюсь.